Давайте вспомним, что было в прошлой серии. Я добралась до курортного, следующий пункт ночевки должен был быть в Солнечной долине. Но я решила, что отправлюсь сразу в Судак, тем самым сократив свой маршрут на день и удлинив свой дневной норматив на дороге. Добравшись до Судака по тяжелым и узким серпантинам, я пыталась заселиться в гостевой дом «Изумруд». Но как оказалось, что нарвалась на мошенников, и брони в гостевом доме у меня нет. Деньги мне вернули, и я, договорившись с хозяином дома, все же решила остаться там. Но все пошло не по плану. Я в срочном порядке выезжаю к другому гостевому дому. Почему, я вам расскажу уже в Добере. Вот, в принципе, здесь, наверное, где-то из этих домов. Как хорошо, что я с того уехала. Не рекомендую вообще. Я лучше доплачу, чем буду в таком спать. Бомжатнике. Реально бомжатник. Ладно, заселюсь, расскажу. Смотрите, как красиво, какая территория. Да, мне это нравится. В общем, я уже рассказывала про историю, то, что на Яндексе это место, та гостиница «Изумруд», которая называется, была в субаренде у женщины-самарчанки, которая бабки собирает все еще, хотя уже не является ею. Там, короче, мужчина хозяин был. И вот он такой говорит, типа, ну, в итоге мы с ним договорились, что я у него останусь за 1000 рублей за ночь. Ну, за сутки. Ну, уже не сутки, конечно. За 2000 на двое суток у него. Ну, до 2 дня, получается, останусь. Все. Он говорит, сейчас, типа, номер освободят и иди. Можешь, типа, это заселяться. Я такая, ладно. Я ждала 1,5 часа. Успела сходить в магазин, купить себе продукты покушать. Успела посидеть в интернете, там, не знаю, там на комментарии поотвечать. И все, говорю, все, типа, пошли. Я думала, что там кто-то там, не знаю, там драет комнату, клиник такой сделал. Заходим на 3-й этаж, там просто жесть. Там так воняет, чем-то не пойми чем. 3 кровати засаленных, и даже снимать это не смогла, чтобы вы понимали мой шок. 3 кровати засаленных каких-то. Он говорит, пойдем, я тебе выдам это одеяло, да чё, чистое это покрывало. Я в шоке за ними, ну, просто в шоке. Захожу, короче, а там вообще какая-то непонятная, там какие-то жильцы странные какие-то, не знаю, не могу объяснить какие. Мужики, короче, они какие-то странные. Я себя чувствую в каком-то этом, как сказать, ладно, не буду выражаться. Но по итогу, короче, я он мне дал это и оставил меня. Он говорит, пойдешь, типа, докатишь у меня коньяк. Я все говорю, да я не буду, спасибо, не хочу. И все, в итоге он говорит, то есть, что, заходи. Я стою в этом номере, думаю, блин, как я буду спать на этих кроватях? Они реально засаленные все, и не знаю, блин, мне кажется, там клоповник реально, и там спали, не знаю, мужики какие-то грязнущие, блин, воняет, не пойми чем. Я такая думаю, ну, 1000 рублей, в принципе, можно сэкономить, это ж немного. Думаю, да и тут неподалеку можно будет Судакскую крепость ходить, Генуэзскую. Думаю, потерплю, потом думаю, холодно. Ладно, кондёр включили на тепло. Потом, короче, такая думаю, посмотрю в ванну, зашла. Воняет саниной, мне кажется, просто, извиняюсь за выражение, но реально так воняло. Мне кажется, все стены были обоссаны, вот эти вот запах настолько въелся. И душевая ужасная. Тут на столе какие-то непонятные пятна, что-то разлито. Я стою вот в это вот клоповнике, какой-то бечевнике, это реально какой-то бичарник. Стою, а он мне еще говорил, то, что это не в сезон 1000 рублей. Он очень хотел себе больше взять. Потом говорит, сколько бы? Я вам 2000 даю еще, когда не видел номер. И он говорит, что якобы 3000 они берут в сезон, представляете? Я в шоке. Блин, за что? Внешне, главное, нормально, а внутри-то это капец. Я такая думаю, я стою, у меня это, я просто в шоке, вот так стою, даже снимать не могла, понимаете, мой шок. И я такая думаю, я не останусь здесь, я здесь не останусь, надо срочно искать. Начала искать номера, и вот в итоге вот этот вот нашла гостевой дом хороший. Конечно, подороже, что-то мне, ну, 2500, это нормально. 2500 это нормально для этого сезона. 1500-2000, 2500 даже. За 1500 там такое себе будет. Вот от 2000 более-менее номера. И вот сняла на 2 суток. За 5000 рублей отдала. Я подумала,
Лучше я дам 5000, чем 2000 и спать вот не пойми в чем. Где? Включила на обогрев. Заряжаю технику. Покушала уже. Я наконец-то помылась и сейчас смотрю, сколько я проехала. Проехала ровно 30 километров. Но с такими подъемами 2 перевала преодолела. Это просто... Чтобы вы понимали, вот один из перевалов. Набор 441 метр. Спусков 69. Это вот Урбаш, первый перевал. Вот он самый жесткий был. Второй перевал не такой был тяжелый, как вот этот, потому что там, в принципе, только, по-моему, один подъем был. Вот, да. Ну, как бы продолжительный тоже, но не такой набор был, как вот в первом. Ладно, ребята, все, я на боковую, срочно спать. Хотя время еще только 9 вечера, но все равно у меня уже просто все. Все, давайте, до завтра. Свет вырубается, дойду сейчас. Всем доброго утра. Я уже собралась, в принципе, и, наверное, сейчас пойду погулять. Во-первых, нужно будет зайти в Озон за подножкой новой. Во-вторых, надо будет где-нибудь покушать по пути. И Генуэзскую крепость Судакскую. Пойду. Конечно же, вам покажу. Вот велосипедик стоит на месте. Ой, такой красивый гостевой дом. Мне прям очень нравится. Так, посмотрите, как все уютно и красиво. Бассейн теплый. Можно купаться даже сейчас. Вот такой тут Судак. Тудак. Ну, это как бы окраина Судака. Ближе к Очаккая. Это такой мыс, вон там вот Очаккая. Там экотропа есть. Я туда завтра, наверное, с утра пойду. Сегодня ж не пойду. Что у меня опять нога заболелась. Натерла все-таки маленько. Хотя нет, не натерла. Скорее растянула вчера опять, наверное, на подъемах. На этих серпантинах. Не знаю, что-то доболело. Мне сегодня допилить. Сейчас идем до набережной. И по набережной пойдем. Ну, в смысле, я и вы. И по набережной доберемся. Там будет подъемчик. И отворот на Судакскую. Она же Генуэзская крепость. Я даже карты не достаю. Я тут знаю в этом месте все, где что находится. Уже так иду, так целенаправленно. Так мне понравилось здесь отдыхать в Судаке. Так хорошо. Единственное, что вот в этом вот районе, Очаковском, да, здесь нету этих аптек. Я помню, что это... да, я ногу повредила в первый же день, когда выходила из душа. В гостевом доме, когда остановилась, из душа выходила и ногу себе повредила. И вот не могла, нечем было мне перебинтовать ее. А была жара, лето. И как бы я просто ходила и обрабатывала это. Свои пальчики, они прямо у основания у меня повредились. Искала, где же тут есть аптека. По итогу здесь нигде нету аптеки, только в центре нашла и все. Тут, конечно, очень много гостевых домов вот прямо вот в этом вот участке. И я бы вообще рекомендовала все-таки вот в этом участке ближе к Очаккая снимать, чем в центре. Здесь, во-первых, тише, а во-вторых, в центр вы можете сами добраться. В-третьих, тут есть такая услуга, как трансфер, если что, если мало ли у хозяев дома гостевых. Мне кажется, у большинства. Мне так-то интересно, во сколько Озон открывается. 8:58, так-то бы мне бы вообще вправо сейчас свернуть, идти не на набережную, а сначала в сторону Озона, по пути где-то перекусить. Все, забираю. Спасибо большое. И вам спасибо за заказ. Приходите еще. Надо будет сегодня поставить.
Все, забрала заказ, теперь надо пойти куда-нибудь пожевать, поискать место. Надеюсь, где-то на набережной есть кафе. Я знаю одно кафе, но оно там, на основной дороге. Там крымско-татарское, вкусно готовят тоже. Забыла название. Но я там кушала уже. Слева аквапарк Судакский. Тут столовая была, но сейчас она закрыта. Все закрыто. Все закрыто. Ах, кушать-то хочется. Никогда не была в аквапарках. Вообще никогда. Интересно так. На море аквапарк. А вон морешко. Морешко. Я помню, эти места, они были вообще заполнены народом летом. А сейчас тут так полупустое, всякие груженные машины ездят. Похоже, что тут набережную реставрируют тоже. Да, что тут делать? Нет. Ох, как хорошо, что тут все вместе. Там вдалеке уже видно Генуэзскую крепость. Вон она идет. Оп-оп. Ой, как я любила тут гулять. Такая красота. Вы только посмотрите. Ой, сколько грязи, сколько мусора. Вон там новый свет. И вон там вот идет тропа Голицына. Она вот так оп-оп-оп. Фото на память. Какая убогая фотография. Это что такое? Еще немного осталось, кафешки закрыты. Там одна такая была открыта, но хочется какой-то столовской такой еды поесть. Там дальше Меганом мыс. Вот он здесь подъем уже к крепости. Ну там, конечно, не сразу же крепость, там еще будет подъем. Судакская крепость – самая главная визитная карточка Судака. Крепость расположена на крепостной горе, или как по крымско-татарскому Дженевезская, что означает Генуэзская скала. Строительство крепости было начато генуэзцами в далеком 1371 году и окончено в 1469, а расположение очень удачное, делая ее практически неприступной. С запада крепость труднодоступная, с юга и востока она под защитой отвесной горы, которая спускается к морю. Среди архитектурных сооружений X-XV веков тут сохранились консульский замок, мечеть, храм 12 апостолов, католический собор Девы Марии, оборонительные стены с дозорной и портовой башнями, остатки городской застройки и приморским укреплением VI века. Здесь регулярно проводят туристические экскурсии. Также ежегодно летом проходит и рыцарский фестиваль «Генуэзский шлем». На этом фестивале зрители могут посмотреть увлекательные представления – рыцарские турниры. Также побывать на мастер-классах средневековых ремесел, посетить ярмарку ремесленников, послушать выступления музыкантов, в общем окунуться с головой в то далекое время. Время еще только час дня.
Я уже, в принципе, прошлась по Генуэзской крепости. Обратно на автобусе добралась до центра Судака, чтобы время на это не тратить. Да и нога как-то подустала у меня. И сейчас я пойду в кафе. В этом кафе я уже была в своем отпуске, обедала. Мне понравилось, вкусно готовят. Вот, в принципе, оно вот там и находится. Да, оно открыто. Сейчас покушаю там. Плюсом еще с собой, наверное, возьму, попрошу, чтобы завернули какое-нибудь блюдо на вечер и на завтрак, чтобы нормально позавтракать завтра перед дорогой. Ой, как нога-то у меня вообще... Да, с ногой что-то совсем нехорошо. Я решила, что сейчас еще по пути зайду в магазин, куплю себе на завтра в дорогу водички. Колу надо будет взять опять, она очень хорошо помогает при подъемах. Сахар подевает в крови. Местный супермаркет. Так, что мне нужно в дорогу? Сейчас пробегусь. Так, по-любому нужно себе взять пюрешечку. Яблоко, банан. Такие маленькие они какие-то. 2. Персик, яблоко. 4 штучки возьму себе. Такой легкий перекус. Так, также живности надо взять корма. Я брала сухой корм в прошлый раз. Но он такой водючий, у меня теперь все сумки воняют. Поэтому лучше все-таки я остановлюсь на вот таких вот патчах. Так. Сейчас подешевле можно взять тоже. Мало ли встречки животинок. Ну, вроде сухой корм скорбила, весело, все равно все еще рюкзак воняет. Так неприятно. Так, у меня там еще есть патчи, все хватит, наверное. Ох, нога что-то совсем разболелась. Нет, я у вас уже была, у вас очень вкусно, да. Так, сейчас посмотрю и это позову. Ай, так. Шурпа из говядины, лагман, борщ. Вот и думаю сейчас, что бы мне выбрать. Я наелась вообще. Взяла себе на ужин и на завтрак. Еще плюсом. Десерт показался мне очень необычным. Вот там такое тесто, сверху оно какое-то такое хрустящее, как будто соломкой нарезано. А внутри оно такое мягкое, как крем, и тягучее, как нуга. И еще плюсом фисташковое мороженое. Интересно. У меня очень сильно голова болит. Вроде таблетку выпила, но все равно не помогает. Так сон клонит. Я, наверное, сегодня уже никуда не пойду, несмотря на то, что время только 3 часа дня. Завтра, наверное, с утра пораньше встану, постараюсь, и схожу на учак КАЯ. Голова прям очень сильно. Надо поспать, наверное. Сейчас схожу сначала, подножку поставлю и
На боковой, наверное, посплю часика 2. Накопленная общая усталость дала о себе знать. И 2 часа я не поспала, а проспала аж до утра. С утра перед дорогой, как и собиралась, я отправилась на прогулку на мыс Алчак-Кая. Прогуляюсь, потом вернусь в комнату, позавтракаю нормально. А у меня плов есть, который вчера прикупила. И двинусь на морское уже, на следующий пункт. Вот пляж, дикий пляж. И тропа там впереди, вдоль Алчак-Кая. Так, здесь вот олово арфа. Вот она идет. Как-то подойти поближе, показать, что тут речка впадает в море. Вон, видите? Гротик такой. Вот это грот олово арфа называется. Я там была, я там ходила туда. Красиво, конечно. Но сейчас не пойду из-за ноги. Лучше по тропке прогуляюсь вот по той. Вот она там вот идет. Оп. Волна пошла небольшая. Угу. Так, заповедное урочище регионального значения Республики Крым. Мыс Алчак, город Судак. Здесь вот есть места для разведения огня. Можешь шашлычки пожарить. Здесь тоже место для разведения огня. Уже костровище есть, раздевалка. Кого-то даже сфотографировали. А эта женщина стоит. Костровище. Вот костерчик можно пожечь с видом вот такие вот красивые на море. Ой. Удобно, да, придумали? Решил отдохнуть на природе, пришел сюда, пожарил мяско. Тут мусорки есть везде, довольно частые. Ой. Мне нравится Судак, особенно вот эта вот коттеджная часть. Там новый свет впереди, там новый свет, Генуэзская крепость вот здесь вот идет, где вчера бродила. Красота, да, только. Да. Здесь также таблички обозначения. Есть обрывы, есть камнепады. И во время гололеда, снегопада, ветра, тумана, дождя нельзя ходить. Интересная линия. Да, вот смотрите, как обрывисто.
Здесь немного опасный участок, что, как видите, вот. Сейчас покажу поближе. Если мало ли скользко будет, смотрите, видите? Если мало ли будет скользко, то можно вот легкую вот туда вот улететь. Смотрите, какой суккулент прикольный. Динг-динг-динг. Реально суккулент какой-то. Классно. Выхожу на солнечную сторону. Наконец-то тепло. Прохладно. Вот здесь тоже, смотрите, какой интересный. Как горшочек, да? Растения растут. Лесенки пошли. И вот здесь табличка, обозначающая то, что это конец пешеходного маршрута. Дальнейшее продвижение по маршруту опасно для жизни. И покажу вам вот что. Да, и здесь вот так вот. А дальнейшее продвижение по маршруту опасно для жизни из-за камнепада. Вот эта вот скала, да, она наклоняется. Вот там, видите, вот такие вот эти вот прожилки, так скажем. То есть со временем вот эта вот штука, она упадет вниз. И когда это случится, непонятно. Вот. Поэтому запрещено дальше ходить. Ладно, буду возвращаться. Надо сейчас позавтракать и выдвигаться на маршрут дальше. Сегодня мне предстоит обогнуть вот эти, вот видите, вот эти вот все горы, да? Мне их сегодня надо вот так вот обогнуть. И там за Новым Светом Морское. И там я сегодня остаюсь ночевать. Осталось 12 километров до Морского, но здесь дорога по этому шоссе Ауштинскому, как можно сказать, или улица Ауштинская еще называется, судя по карте. Но здесь есть проблема. Во-первых, это продолжительный подъем с нормальным таким уклоном, и плюс ко всему тут стройка идет. То есть, смотрите, правую сторону полностью перекопали, там нет никакой обочины, и вот так вот все уже долгое время. А по левой стороне вот обочина. Мало того, что сама по себе вот эта дорога, она узкая, так еще и обочин нету. Практически нереально разъехаться, если вот эти вот такие вот машины, вот грузовые, да, будут ехать по твоей полосе. А если еще и плюсом ко всему будут ехать по... Что такое так криво едет? Господи. О, капец. Когда? Ну вот видите, сколько машин добрало. Вот. В общем, получается, если такие две машины проедут, то они вообще не разъедутся. А если проедет легковушка машина, то велосипедисту не разъехаться, поэтому приходится вот по такой вот ужасной обочине топать. Когда машина впереди, ну, навстречу ехавших нету, то я выхожу на асфальт и потихоньку двигаюсь. То есть очень-очень медленно. И я не знаю еще, на какое расстояние продлилась эта стройка. Если кто-то поедет по моему маршруту, надеюсь, что она уже закончится. Я как поняла, тут расширяют дорогу, делают ее шире, хотят сделать. Да, как-то так. Я думаю, что сегодня вообще налегке проеду. Ну, легко проеду эти 20 километров, как видите, нет. Я только 8 преодолела из 20. Так, с правой стороны Массандровские
те самые, да, массандровские виноградники. Вот они, виноградники Массандры. Главный разъезд — это такое вино, да, Массандра? Вот это я забралась опять. Смотрите, вот оттуда далеко, за теми горами. Я оттуда сегодня двигаюсь. И вот такой вот крутой подъем. Вообще-то я думала, что сегодня легкая дорога будет. Давайте 20 километров. Тяжелые. Надо заметить, да. Сейчас отдохну маленько. Остановилась водички попить и дальше. Обочины практически нету. И я смотрю, чтобы сзади никто не ехал. Когда едет, максимально прижимаюсь в бок. А с левой стороны там обрыв высокий. Там вот машины аж скрипят тормозами, настолько крутой склон, спуск. А я отдыхаю вот в таких рубашках. Еще выше там подъем. Еще один опасный участок все будет. Маленько старый отдохну.
хорошо ехать по новому асфальту. Прям вот просто велосипед едет. Я доехала. Это будет сложные 20 километров. Гостевой дом. Тут знак от Яндекса, хорошее место. И это хорошо. Здравствуйте, к вам. Да, Ксения. Я видела. Да. Саша, вы только велосипед кладете под крышу. Что? Велосипед кладете под крышу. Да, пойдемте, под крышу поставим. Хорошо, такая малявка. Это что за порода такая? Это йорк, бивер йорк. Такая красивая. Не как какой-то обычный йорк, она какая-то такая необычная, да? Здравствуйте. Здравствуйте. Если под нами, то вот сюда вот. Ага. Нормально, да. Ой, это самодельная электричка, что ли? Ага, это самодельный. Ничего себе, прикольно. Ага, это сырое. Кинуть я мячик, да, Кузя? Ой. Кузя. Дай мячик. Иди сюда. Маленький такой. Кузя. Прикольный такой. Сейчас заберу мячик, это заберу. Так, все, я разместилась. Смотрите, как интересно, самодельный электровелосипед. Здесь обувь поддается. Это Кузя. Кузя играться зовет, да? Кузя. Вот и как теперь от тебя уходить, а? Как мне пойти гулять? Какая такая кнопка мелкая, а? Как гулять пойти? Кузька. Ну что ж, это мой номер. Не придраться вообще. Чайничек, водичка, холодильничек, телевизор, Wi-Fi, конечно, тоже есть. Здесь, смотрите, очень удобная конструкция стола. Вот так вот. Опа. Все, стол. И там подставочка. Ага. Удобно. Чтоб не мешался так. Ванна с туалетом. Нормально. 3000 рублей за сутки. В принципе, для такого это очень хорошая цена. Во дворе просто красота. Спросила хозяина, они сами все это делали. Все строили сами. Сейчас беру рюкзак и иду на прогулку. Если завтра ехать, то в принципе я могу прямо по этой дороге и ехать. До Привик, потом свернуть на Зеленогорье. Но мне еще другой маршрут рисовал Андрей, немножко другой. Ой, как здесь классно. Посмотрю его еще. Потому что как-то ехать по дороге не особо хочется. Мне сегодня сполна хватило этого. Классный гостевой дом. Вообще не придраться. У меня еще был купон 1000 рублей скидка. 2000 мне вышло. А море-то какое, море-то. Красота. Все, ребята, это последний вечер с морем в этом путешествии, потому что завтра я начну подниматься уже наверх в сторону Симферополя. Где-то памятник был, стою, тут я его не вижу.
Кто-то мне говорил, что его демонтировали на ремонт, на реставрацию. Надо будет сейчас поискать информацию. Я прям не могу. Оно такое красивое здесь. Вы только посмотрите на эти белые волны. Эту пучину могучую. Эту лазурную воду. Здесь, кстати, очень удобный заход. Тут мелкая галька. Прям вообще идеально. Я гуляла по берегу, мысленно прощаясь с морем, но без грусти, так как после путешествия я планировала отправиться отдохнуть на несколько дней в Ялту и там встретиться со своими друзьями. Далее я отправилась на поиски памятника Виктору Цою, но как оказалось, его все-таки демонтировали на время ремонта моста через реку Шилен. Прогулявшись, я отправилась в гостевой дом, а перед сном решила посмотреть карту, как мне ехать дальше. Следующая точка на моем маршруте – Зеленогорье. Изначально маршрут был построен так, что мне надо было проехать между двумя горами – Ташлы-Бурун высотой 370 метров и горы Хады-Бурун высотой 362 метра. Но карта нарисовала альтернативный маршрут через виноградники. По нему я и решила поехать и разведать дорогу, и я этим выбором не ошиблась. Вот и утро наступило. Сумки все прицепила. Кидай давай. Давай кидай. На, говорит. Выехала из Морского, и сейчас я буду вдоль виноградников двигаться в сторону Зеленогорья. Вот такая дорога, тут виноградники, там Морское заканчивается. Хорошо, что я не поехала вдоль моря, потому что там бы сейчас бы уже носились бы машины, фуры и прочее. А тут просто отличная дорога. Вот прям как я люблю, такая полевая дорога. Сухая, самое главное, ехать можно. Я пока гуляю после подъема. Да и ноги нужно расходить сначала. Гимнастику опять не сделала перед тем, как выехать. Забыла. Колени разогреюсь, сейчас и дальше поеду. Здравствуйте. Здесь озеро. Посмотрим. Такой безымянный водоем здесь. Вот такой вот. Видите, там дорога вверх идет. Мне туда надо сейчас будет двигаться. На той стороне за дорогой тоже небольшой водоем такой. Так, и мне в итоге осталось доехать 6,7 километров.
В принципе, большую часть пути сегодня уже прошла. А за сколько? За час. И то потому, что не спешила никуда. Так, нужно увеличить. А вот там снег, видите, в горах еще снежник, с ума сойти. Вот, сейчас покачусь. Погодится. Только осторожно. Вспоминаем свое падение по похожей дороге. Так что аккуратненько. Сейчас у меня спуск будет крутой, так что надо быть осторожной. Я спущусь, наверное, пешочком, потому что уж очень крутой наклон сейчас будет. Я не хочу улететь, как тогда улетела, и сумки поломала. Поэтому потихоньку спущусь. Поэтому красивочный пути. Так, 5 километров всего осталось. Ну, тут они нелегкие, с такими спусками и подъемами. Но я, в принципе, никуда не спешу. Поэтому я остановлюсь, пофотографирую что-то. И все. Дальше двигаюсь. Как не остановиться, не пофотографировать. Или поснимать чего-нибудь красивого. Когда тут все вокруг красивое. Да, смотрите, цветочки распускаются тоже. Листочки. Вот. Желтенькие. Поворот налево. Будет у меня. О, Господи. Не покатилась. Четыре километра осталось до Зеленогорья. И вот сейчас пока такая дорога, кривая более-менее, с небольшим наклоном вперед. Фух. И тут так солнце жарит. Такая хорошая открытая местность, как раз для виноградников идеальная. Интересно, что за винодельня здесь рассадила? Массандра, наверное. Да, высоко опять забралась. Та гора, вот я в самом низу была. И поднималась, сейчас поднималась. Там трактора все еще ездят, пахают. Ух.
Какой я красивый маршрут случайно нашла. Хотя отклонилась от основного маршрута. Я так-то рад был ехать по этой дороге, это серпантины, но я думаю, что она более такая машинная дорога. Видите, вот. Получается, сначала я бы выехала из Морского, вот так вот. И вот по вот этой дороге такого поп поднялась сюда, к Ташу-Бурун. И вот так бы постепенно бы вышла на вот такую дорогу, которая идет в Зеленогорье. Но я пошла по-другому. Я пошла вот так вот вверх. И вот по вот этой вот дороге я и топаю. Я вот так вот вверх пошла. Сюда вот свернула. И вот мне осталось 2,6 километра до Зеленогорья. Зеленый. Очень крутой. Ну ничего. Я знала, на что подписывалась. Так что я не жалуюсь. Там еще подъем вверх. Сейчас такая небольшая, более-менее ровная поверхность. И то в горку. Немного осталось на самом деле. И буду искать место под палатку. Где-нибудь возле озера Падагия. Вот это я забралась, конечно. Очень высоко. 100 потов сошло. Это какая красивая гора. Вот слева и вот напротив. Вот эта гора, скорее всего, Чоксары-Кая. Высота ее 829 метров. Посмотрите-ка, величественная. Красивая. Ну что, готова видеть красоту? Готовы? И я забралась на самую высоту. Сейчас покажу вид. Просто безумно красивый. Готовы? Как вам такой вид? Извиняйте, без микрофона. С ума сойти, да? Да. Это Зеленогорье уже, вот рядышком. Безумно красивый вид. Безумно. Там вот снежник видно опять. Оно того стоило точно. Так, здесь лужица. Потом как-то ее обойти. Вот как вот. Вопрос хороший. По грязи пройдусь. Здесь не увязь. Находит где-то. Нормально. Пойти. Красотень-то какая, а, впереди. Немножко валейка замочила, конечно. Что тут, шиповник с этой колючкой? О, все, проехала. Так, что там дальше? А вот и Зеленогорье. Вот снизу Зеленогорье, уже домики видеются. Как же красиво. Так. Ой, чуть упала. Да.
тут расшибиться можно, если ехать туда. Какой-нибудь экстремал. Ой, пешком-то спускаешься с опаской. Да, красота, конечно, неописуемая. А следующий мой переход будет через горы напротив. Но чуть левее, конечно. Там будет, конечно, очень-очень сложно. Самый сложный переход на этом маршруте. 743 метра набор высоты. Нет, тоже дорога сложная будет сейчас. Вот такая каменистая, смотрите. Спускаемся. Потерпи, потерпи, не стыди. Еще спускаюсь. Еще немного, еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Все ближе и ближе. Спускаюсь в Зеленогорье. Зеленые горы. Все, нормально дорога пойдет. Фух. Я в Зеленогорье. И тут безумно красиво. Вот так вот. Как вот такие пейзажи. Нравится? Сейчас план такой. Ищу себе место под палатку. Еще немножко где-то до озера 1,5 километра осталось. И там можно будет где-нибудь место под палатку найти. Время 15:47. Итого я добралась в 11:30, где-то выехала. Ай. За 4 часа 12 километров. Вот там подъемы одни голевые были, это понятно. Я не спешила. Я часто остановки делала, подсъемы делала, фотографировала и так далее. Останавливалась водичку попить, перекусить останавливалась тоже. Ладно, поехала искать себе стоянку. Сыро. Сыро. Конечно, попробую. Но не факт, что получится. Просто очень крутой докор. Здесь что-то даже получается.
лучше идти. Маленько. Все, вот и едет дальше. Все. Сюда. Вот так. Вы видели бы это со стороны? Да я просто не могу сейчас велосипед отпустить, чтобы показать вам, как я это пробираюсь под каким наклоном и как это сложно сделать. Вот сюда идти. Так вот. Так вот. Оп, стою. Бляха-муха, это капец. Это капец, как я иду. Так, иди уезжай. Капста. Почти забралась. Лучше было бы мне просто-напросто взять и это, как его там, сумки снять. И так аж без сумок спуститься. Почти забралась, до озера еще не вижу. Стоп. Постой. Вот, чуть-чуть вижу озеро. Пока мой велосипед отдыхает, смотрите, вот я вам покажу озеро по ноге. Вот оно. Красота. Горное озеро. Как вам такое? Правда шикарно? Безумно красиво. Оно бирюзовое. Так, надо решить, куда мне идти кемпингом. Наверное, вот туда вот. Сейчас сумки по-любому придется снимать, потому что здесь опять подъем будет. Вот. И надо будет сюда вот идти в бок. Там будет кемпинг. Ну, тут стоят столики, там навесы какие-то. Надеюсь, что никого не будет вечером. Красота, да и только. Как-то так вот придется завтра идти. Ужас какой. Завтра самый сложный переход. Самый сложный. 743 метра. Велосипедик. Я даже в эту горку-то не смогла тебя поднять. Что-то за собакой бежит, ушками шевелит. Такая маленькая собачка. Стала, замерла такая. Думает, кто тут сидит на горе? Интересно. Опять замерла там за деревом. Сейчас прибежит. Бежит такая. Маленький медвежоночек такой. Маленький. Да. Топ-топ-топ. Топ-топ-топ. О, хорошая собачка, да? Хорошая собачка. Ухоженная, домашняя видно. Да? Домашняя собачка. И побежала по делам. Дальше. Какие тут шикарные места под палатку пока. Да, отлично.
В общем, я побродила и решила, что прям здесь и стану. То есть, докуда донесла сумки. Вот сюда вот стану более-менее ровно. Пока сумок нету, решила смазать цепь свою. У меня с собой палатка Аргумент Монтеор 2. Читала отзывы, очень хорошо отзывается по поводу этой палатки. Небольшой лайфхак. Сначала раскладывайте спальное место, потом уже тент напяливайте, потому что так удобнее будет, чем тент будет мешаться. Вот такая палатка, смотрите, наполовину сетка. Она идет трехсезонная. И смотрите, какие у меня цветочки над палаткой красивые. Точнее, листочки. А нет, цветочки будут распускаться. Поставила палатку, велосипед убрала в тамбур частично. И сейчас буду готовить себе ужин. Скоро уже стемнеет. Пока палатку, наверное, лучше закрыть все-таки. Вот это, смотрите, Монтеор 2 Аргумент. Видите, сколько места много. Тут вполне себе. Ну, это двушка идет, конечно. Аргумент Монтеор 2 палатка. Я, наверное, пока закрою ее, чтобы какая-нибудь гадость не заползла. И пойду быстренько готовить себе ужин. Достала пуховую курточку. У меня еще есть пуховые штанишки. Как раз таки, если мало ли будут замерзать, можно будет их достать. Сначала, наверное, водичку на чай скипячу. У меня термокружка вот такая. Ну, как она? Такая толстенькая, видите, толстые у него стенки. И за счет этого еще плюс крышки можно будет в прохладное время года сначала чай сделать, и он не остынет, пока будешь готовить еду. Вот. Такой лайфхак. Так, вода. Сейчас воду сдержу. Наверное, литр получится у меня. У меня еще 2 таких вот есть на завтрак. А потом заеду, перед тем, как отправиться завтра, дальше заеду, наверное, в магазин и докуплю воды. Fire Maple G2, не горелка. Первый раз в поход взяла. Пока из минусов заметила то, что плюется как-то огонь, но, возможно, сидела в газе. Не знаю. Все-таки моя X-Star все-таки, наверное, лучше. Но тут видите, как компактно все. И баллон 230 грамм влезает в котелочку. Это мне тоже очень удобно. А здесь я чехольчик приобрела тоже на баллон. Потому что когда баллон внутрь кладешь, чтобы он не бился. И плюсом в холодное время года, как раз таки для перевала брала, в холодное время года, чтобы газ был более утеплен. И вот так в пазы вставляется. Впервые я на таком открытом месте стала одна. Сумерки опустились на Зеленогорье. Вкусно поужинав макаронами с бычками в томатном соусе, подмерзнув, я ушла в палатку. Сегодня надо лечь пораньше, ведь следующий день будет самым тяжелым на всем протяжении этого маршрута. К этому участку я морально готовилась все дни в путешествии. Мне предстоял переход через горы, и далее надо выйти на дорогу, которая идет через перевал Какасан. Тот самый, который был в моем самом первом велопутешествии по Крыму. Но как бы я ни готовилась к этому переходу, я все равно не представляла, что ожидает меня завтра и насколько это будет тяжело. Осторожно. Аккуратно, так не скользи.
велосипед вперед чуть-чуть пропускаю. За что я подписалась? Светит, аккуратно, медленно, медленно идет. Давай, мой хороший. Аккуратно тут пройдем. Да.